Друзья, привет! Пара прошлых роликов показала, что резкая смена тематики канала — это совсем не то, что вам нравится. А мне не нравится, когда вам не нравится. Поэтому сегодня я делаю шаг назад с надеждой и верой в то, что в будущем это позволит мне сделать шаг вперед. Сегодня говорим об актуальных условиях покупки хэтчбека Lada X-Ray. 5 звонков, 3 по Москве и около и 2 по городам России. Плюс сегодня мы эти звонки чуть-чуть разберем. В прошлых подобных видео я не указывал названия дилеров в наивной, и должен это признать, надежде на то, что, глядя на себя со стороны, они смогут стать лучше. Но видя то, какими они в итоге становятся, я подумал, а почему бы и нет? Здесь, мне кажется, важным высказать свое личное отношение ко всем этим наценкам, накруткам и допам. В условиях рынка, когда люди готовы покупать дорого, а готовы они или нет, нам показывает сам факт наличия этих наценок и накруток, пусть и с небольшой задержкой, продавать дешевле означает упускать прибыль. И если бы мы с вами несли личную материальную ответственность за показатели, за результаты такого бизнеса, то наверняка делали бы так же. Иначе, условно, в октябре продали бы все машины и уже в ноябре сидели бы и сосали лапу. Но не спешите засорять фильтр YouTube матерными комментариями в мой адрес, потому что я не за допы и не за дилеров. Я говорю лишь о том, что даже в таких условиях, даже в условиях такого дикого рынка продавать можно по-разному. Можно открыто показывать все цифры и давать покупателю возможность принять взвешенное решение. Да, цена завышенная, но вот она открытая, решай, да-да, нет-нет. Либо можно заманивать, обманывать и впаривать. И вот со вторым, конечно, нужно бороться. Итак, Lada X-Ray, первый дилерский центр, Major. Какой автомобиль интересует? X-Ray. Механической, на вариаторе. Что есть в наличии, скажите? Только кросс. Кросс интересен тогда с этим самым, с вариатором, вот с ниссановским мотором, который... В наличии есть комплектация люкс престиж в двух цветах. Это синий и коричневый цвет. Стоимость данного автомобиля 1 350 000 за наличный расчет. То есть это примерно плюс 170, да, к прайсу? Да, Николай, да. А в эту сумму что-то входит или это просто наценка? Нет, это просто стоимость автомобиля. Здесь все прозрачно. Вот машина, вот цена, вот наценка в 170 000 рублей. Правда, увидеть ее вы можете, если имеете перед глазами прайс-лист и способны вычесть желаемое из действительного. Кто следующий? Дилерский центр «Автогермес». Есть у нас автомобили ГАП-44, получается, это X-Ray Cross на вариаторе. И в какой версии? У нас, смотрите, Comfort Light есть автомобиль. Так. 4 автомобиля в Comfort Light и один в Cross Instinct. Comfort Light. Так, и цена его за наличные? 1 45 900 будет стоить автомобиль. Я правильно понимаю, что ваша цена, вот первая названная 1 45 900, это на 13 000 дешевле, чем в официальном прайс-листе? Скорее всего, у меня еще не подгрузились данные, на 13 000 рублей будет дороже, да, все верно. И за наличные вот эта цена, которую вы сказали? Да, за наличные цена, которую я сказал вам. Интересно, продавец называет рекомендованную розничную цену, которая на момент звонка уже была выше. Кажется, круто, надо брать. Но давайте переспросим, точно ли на этом автомобиле не будет допов? Я могу быть на 200% уверен, что когда я приеду к вам лично и очно, не возникнет какой-нибудь истории про руководитель не согласовал, и машина с доп. Оборудованием, и еще какой-нибудь сюрприз. Сергей, вам автомобиль нужен без дополнительного оборудования, правильно? Конечно. У нас остались автомобили, они с дополнительным оборудованием. Ну а почему вы говорите, что он стоит 1 45 900? Это рекомендованная розничная цена. Хорошо, сколько стоит тот автомобиль, который у вас в наличии? 1 миллион 256 будет автомобиль стоить. То есть получается плюс 207 000 без учета цвета? Да, все верно. А что в них входит? Антикор, антишум, обработка автомобиля. Обработка какая? Антикоррозийная. Антикоррозийная. А что Да. там? Это настоящий антикор или из баллончика по аркам? Настоящий антикор из баллончика. 200 000. А Сигнализация. могу... Сигнализация, так. Еще что? Стоят у нас дефлекторы. О, Да, видеорегистратор стоит. Вам что хотелось бы? да мне в том-то и дело, что ничего бы не хотелось. Я вообще этот набор могу скорректировать под себя? Вот остались такие автомобили у нас, которые я вам могу предложить. То есть они уже с этими допами? Они уже с этими допами стоят, да, все Ага. верно. Снять их никто не может. Все баллончики использованы. Понимаете, да? То есть, если бы вы не переспросили, то о том, что реальная цена этого автомобиля на 200 000 рублей выше, узнали бы уже на месте, потратив время на дорогу. Третий московско-подмосковный дилер – Техинком. Территориально далеко от нас живете, мы находимся в Пушкине. Территориально я хочу сначала узнать все по телефону и только потом принимать решение, ехать или нет. Ну а смысл, если вы скажете, я
нахожусь в Туле, вот сейчас машина есть, и я просто вам называю адрес, где мы располагаемся. Ну, я же знаю, куда я звоню, что я звоню в Пушкино, все понимаю. Понятно, хорошо. В кредит, за наличные. За наличные. Комплектацию автомобиля какую нужно. Что есть в наличии? Есть от самой простой версии до самой максимальной версии наличия. У вас вся гамма, то есть я просто звоню по дилерам, ни у кого ничего нет, по одной машине стоит, у вас все есть, правильно Ну, я поэтому вас уточняю, более то, что вам именно, может, вы что-то ищете конкретно, какие-то пожелания, чтобы отфильтровать. Вот сейчас могу вам предложить Кросс Люкс Престиж. 1 185 000, это на вариаторе 1.6. Это цена за наличные, правильно, этой машины? Это стоимость автомобиля, все верно. За наличный расчет дополнительная скидка по трейдину будет, если Трейдин, у вас будет мы, опять же, мы проговорили, что трейдин и кредита не будет. Правильно понимаю, что вот эти 1 185 000? Сергей, вы как-то можете чуть-чуть успокоиться, вы как-то настроены, я вам объясняю. Я предельно спокоен, я сейчас просто по полочкам хочу разложить все цифры. Я говорю, что 1 Я вам 100 000... раскладываю, а вы категорически каждое мое слово прям вот отрицаете. Хорошо, если вы хотите поговорить, давайте вы поговорите, расскажите. Нет, я не хочу говорить, я вам хочу объяснить, чтобы, как говорите, вы хотите, я также хочу вам разложить по полочкам. Давайте. Если мы рассматриваем версию X-Ray Cross 1.6 на вариаторе 113 лошадиных сил, Да. в наличии, в свободной продаже, лазурный синий цвет, серый базальт, стоимость машины 1 185 900 рублей. Без учета скидок трейдина и кредита. За кредит там своя скидка, за трейдин своя скидка. Да. За наличный расчет 1 185 900 рублей. Здесь якобы есть все версии. Выбранный мной X-Ray дилер предлагает по рекомендованной розничной цене, но на вопрос о том, могу ли я эту машину за эти деньги действительно сегодня забрать, начинают возникать «если». Еще раз просто, да, для самоубеждения переспрашиваю, что я сейчас приезжаю с наличными вот с этой суммой и забираю эту машину из наличия сегодня вечером, я на ней от вас уехал. В зависимости, если машина будет в свободной продаже, вы приедете и говорите, вот сейчас у меня 2 автомобиля в свободной продаже. Абсолютно в свободной продаже. И я могу быть на 200% уверен, что когда я приеду, не возникнет никаких историй, что осталось только с доп. Оборудованием, руководитель без доп. Оборудования не согласовывает и вот этого всего. Стоимость автомобиля 1 185 900 рублей. 2 автомобиля в свободной продаже. Я просто почему переспрашиваю 100 раз, да, потому что я звонил нескольким дилерам до вас. У одних такой же X-Ray плюс 170, у других плюс 200. И здесь как бы возникает вопрос, почему у вас плюс 0 к прайс-листу. Ну, если вас не устраивает, мы же не можем вас... Меня все устраивает, я просто не хочу ехать впустую, я хочу гарантии, что машина меня дождется. На что продавец говорит, что даже при таком раскладе я могу съездить именно что впустую, и более того, на днях у него такая история и была. Вы можете впустую съездить. У меня вчера мы продавали автомобиль, я вот сидел прям с клиентом, продавал ему автомобиль, а у меня коллега ждал клиента, и клиент приехал, и клиенты между собой состыковались. Он говорит, я ехал. Мне сказали, что машина есть в наличии. Я говорю, вот клиент, который у меня приехал 40 минут назад так же. Я продал ему этот автомобиль. Ну, ее же можно забронировать вот прямо сейчас дистанционно, чтобы я приехал, гарантированно забрал? Я не могу дистанционно, как я забронирую за вас дистанционно. Очень просто. Я присылаю паспортные данные, вы высылаете предварительный договор, мы оплачиваем дистанционно, я еду, машина забронирована. Предварительно. У нас не существует предварительного договора, у нас существует оплата автомобиля. Ну, то есть все сделано для того, чтобы я все-таки сначала приехал, а на месте уже как повезет, да? Получится мне там добавить доп. Оборудование, не получится. Сергей, я еще раз говорю, вы как-то настроены категорически против покупки. Я просто хочу... Не нужно вам дополнительное оборудование. Вы хотите его или не хотите его? Я хочу приехать с гарантией и не впустую, да? С гарантией могу приехать, если вы говорите... Никто вам не даст. Я думаю, даже завод-производитель вам не даст гарантию, что автомобиль есть он или нету. Я говорю, прям железно говорю, 200%, что лазурный синий цвет и серый базальт, 2 автомобиля стоят по рекомендованной розничной цене 1 185 000. У меня возникает простейший вопрос. Почему я не могу с вами сделать так, чтобы я приехал гарантированно, чтобы забрал? Вот сегодня я хочу забрать одну из этих машин. Почему мы не можем сделать так, чтобы я приехал и 100% никто у другого менеджера эту машину не забронировал уже? Потому что мы сетевой салон, у нас 6 салонов и в Москве, и еще 6 в Подмосковье. И как я могу это сделать без оплаты? Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Раз предложение такое крутое, то я готов оплатить машину всю сумму прям сразу и прислать продавцу платежку. Как вы оплатите? Ну, не знаю, выставьте счет. Просто когда у всех плюс 170, плюс 200, я готов забрать по РРЦ. Давайте выставим счет, я сейчас оплачу все это. Давайте, хорошо, я сейчас буду выставлять счет. Вы готовы прямо сейчас оплатить, я правильно понимаю? Ну, по РРЦ, да, целиком, без допов. Эту машину, если можно забрать, то да. Давайте, хорошо. Да, оплата, соответственно, вы должны будете оплатить, и сразу мне будет скинуть платежное поручение. Я правильно понимаю? Ну, видимо, так. Ну, просто я хочу понять, как подстраховаться-то от того, чтобы не было этих автомобиль историй. вы заберете
через 3 дня, вы понимаете, да, вы его оплатите и заберете. Но самое интересное в том, что даже если вы готовы оплатить автомобиль полностью и вслепую и прислать продавцу все подтверждающие документы, гарантий того, что эта машина вас дождется по указанной заявленной цене, все равно 0. Так же, как и оплата, вы должны понимать, что безналичный расчет денежные средства зачисления происходит до 3 рабочих дней. То есть они могут зачислиться и через час, а могут зачислиться и через Да, и исходя из ваших слов, что пока они не зачислены, любой другой человек может эту машину забронировать и забрать. Автоматически, да, пока Прекрасно. денежные средства, пока мне бухгалтерия не скажет, Я понял. это в любом сфере также там строительные материалы. Мне строительные материалы не интересны, то есть я сейчас просто понял, что ваши все условия сделаны так, чтобы я просто приехал, а потом все настоящие разговоры начнутся об условиях. Вот так, даже бросил трубку, ну молодец. Теперь Нижний Новгород, дилер BCR Motors. Ну, давайте с механики начнем, что могу предложить в данный момент. Вот сейчас в наличии у меня есть 5 автомобилей, вернее, Так. осталось. По комплектациям, да, в принципе, есть и классика, и комфорт лайн. Есть комфорт, Есть да? комфорт, пожалуйста. Так, Да. цена. 857-900 стоимость машины. В наличии несколько машин, на обычный X-Ray в версии комфорт продавец называет рекомендованную розничную цену, но можно ли его за эти деньги забрать? Ну, приезжайте, посмотрим, конечно. На стоянке машин могу вам сфотографировать и отправить ее, пожалуйста. Продавец вроде бы не сказал нет, но запомните это, посмотрим. Могу быть уверен, что когда я приеду, не возникнет никаких историй про то, что машина уже с доп. Оборудованием, так получилось, а руководитель Это начнет надо согласовывать. смотреть, я вам сразу говорю. Во! Это надо смотреть. Я вам, говорит, сразу говорю. То есть то посмотрим, это вот это надо смотреть. Изящно, да? Давайте мы это выясним до того, как я к вам приеду. Я для этого и звоню, да, чтобы не ездить в холостую и не приехать на плюс 200. У вас же в программке должно быть все указано, что на ней стоит, что не стоит, открыт заказ, Да, наряд, там не может и не открыт. стоять. Но гарантий при этом Так что вот никаких машина нет, и информации у вас тоже нет. Никакой гарантии не могу дать, что машины пустые. Вот я хочу в вашем случае подстраховаться от этого. Просто если плюс 200, вы сразу скажите об этом. Ну, надо смотреть. Нет, давайте я выясню этот момент тогда и свяжемся с вами, я перезвоню тогда вам. Перезвонил в итоге я сам. И вот результат. Да, вот по X-Ray, по поводу комфорта, да, мы с вами? Да, вопрос был доп. Да, Есть, смотрите, нету. в общем, посмотрел и по машине, да, с пакетом она стоит. Сигнализация автозапуска, мантикор, тонировка. Ну, в общем, я скажу сумму, да, как есть, Да. с учетом допов, да, то, что стоит, чтобы понимание было. 1,100, 1,107,900 она будет стоить. 1 107 900. Это Да. получается плюс прайс-листу Ну, сколько? там порядка 200, 200, 230, наверное, вот так вот. 200, 230. Какой здесь вывод? Если вы сами не спросите, не переспросите, не уточните, никто вам ничего лишнего никогда не скажет. Теперь звоню в Рязань. Дилерский центр Димар Викинги. По наличию, значит, есть простой X-Ray, комплектации Air-кондиционер. Продаем мы его сейчас за 925 тысяч рублей. То есть плюс 100. Ну да, дополнительное оборудование. Ну там что-то есть стоящее или там антикоры из баллончика? Ну, антикор там, он из баллончика, но не из одного, Так. нескольких. Это, Так. да, брызговики стоят, стоит сигнализация с автозапуском, газовые упоры капота. Все, что вы перечисляете, оно уже стоит прям, или я могу что-то скорректировать, выбрать под себя на эту сумму? Оно уже стоит, машина у нас стоит. Это единственная машина, которая вот есть, ну, я имею в виду по комплектации, или кросс еще тоже какой-то есть? Да, есть кросс-версия, комплектации люкс престиж. Которая с вариатором. Нет, которая на механике. Который 1.8. И вот этот люкс престиж, он стоит 1 220 1 220 Тоже тоже с плюс 100. Да. Можно как-то эту машину дистанционно забронировать, чтобы я ехал уже с гарантией, что она точно ждет меня? Да, конечно, все это можно сделать, не вопрос. Машины есть, допы тоже, но продавец, по-моему, рассказывает о них предельно открыто. И забронировать машину дистанционно тоже можно. Если все действительно так, то предложение рязанского дилера из наших сегодняшних звонков самое выгодное. Конечно, если вас устраивают именно те комплектации, которые в наличии. Делитесь в комментариях своим личным опытом, чтобы предостеречь других от потери времени там, где его не ценят, и наоборот, чтобы сразу обращаться туда, где продают честно. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, дальше интереснее. Пока!